Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой бумеранг она получит в своей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Что ж так сердце разбито? Ох, как женщина разбила вам сердце. Смотрите, проигрывается женщина, которая очень и очень такая, на первый взгляд, непростая. Состояние у вас было из-за этой женщины, ну, которой я бы даже, наверное, врагу не пожелала. Женщина, которая сейчас находится далеко, но она настолько, знаете, вот, ну просто душу измотала вам. Вот у некоторых из вас может проигрываться состояние сейчас такое, когда ну тошно до глубины души, ничего не хочется, никого не хочется. У других же, да, вы знаете уже по моим раскладам, у некоторых может проигрываться, что уже такой период вот немного позади, что вы уже из него выкарабкиваетесь. Но то, что было очень плохо, это да. Плюс вас пытались оставить, ну, без гроша в кармане, так скажем. По максимуму хотела эта женщина облапошить вас. Человек, ну, это женщина, имею в виду ваша бывшая, которая особо ничего из себя не представляет. Просто вот она, знаете, она вас считала, ну, довольно обеспеченным, выгодным человеком. Вот выгодным во всех отношениях, не только по финансам. Хотя деньги у вас есть. И я не могу сказать, что вы прям такой слишком активный человек, что вам куда-то надо постоянно ходить, где-то тусить. Нет. Вы скорее такой человек более медлительный, может быть, даже неспешный, да. Может проигрываться, что вы домосед, вы такой рассудительный, степенный. Но женщины как-то вот у вас сейчас в стороне находятся. Я не вижу рядом любимой женщины, я не вижу, чтобы вы в кого-то влюбились на данный момент, да. Да, симпатия есть к окружающим женщинам, симпатия есть, вы можете себя, ну так, про себя отметить, что вот та симпатичненькая, хорошенькая, да. Но как-то пока я не вижу, чтобы вы вступали, хотя очень хочется любви. У вас вот будет новая женщина, но сегодня расклад не о том. У вас будет обязательно новая любовь. Вот у нас причем и дама кубков выпала, и туз кубков. Это говорит нам о том, что настоящая любовь и взаимная любовь придет в вашу жизнь. Остается немножечко подождать. А теперь мы смотрим, кто же пришел к нам сегодня на расклад. Какая же женщина пожаловала сегодня к нам? Эта женщина была в вашей жизни не просто так. Вы ее вообще считали судьбоносной. Но в то же время эта женщина вам, знаете, она подарила и много ощущений, очень много позитивных ощущений. И в то же время она просто убила, разбила ваше сердце. Это женщина, которая подарила вам радость и любовь поначалу, да, вы так считали. И это женщина, которая... Ну, я вам скажу, что в каком-то смысле, может быть, даже уничтожила, да, разбила вашу жизнь. Да, я сейчас утрирую очень сильно, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да. Это кардинальные перемены, это женщина, из-за которой вам было очень плохо. Плохо это очень мягко, я сказала. После этой женщины у вас был такой, ну, отходняк очень хороший. У некоторых он сейчас продолжается. Кто-то мог заглядывать в рюмку чая, да, кто-то мог становиться отшельником из-за этой женщины. Она, знаете, она на самом деле глубоко закомплексованный человек. Вот она старается казаться, я сейчас о бывшей вашей, вот, которая пришла к нам на расклад, да,
Она пытается казаться вот такой вот фифой вся из себя. Она пытается казаться по жизни сильной, властной. Она пытается управлять другими, да. Но на самом деле у нее очень много внутренних страхов и комплексов. И она вот за счет других людей, она как будто вот, ну, самоутверждается, что ли. Вот она подавляет, она унижает. Это может еще идти из ее прошлого, да, уже когда-то, кстати, у нас падало такое, да, в раскладах. Это может идти из ее детства, не очень благополучного. Может быть, к ней было отношение плохое, ее родителей, либо же кого-то из родителей. Это могло быть плохое отношение между матерью и отцом. Она видела, допустим, как мать подавляла отца, как она гнобила, унижала. И у нее такая модель общения, ну, как бы она как губка впитала, да. Мы все знаем прекрасно, что дети очень сильно наследуют наше поведение. Поэтому я делаю акцент, что когда она была маленькая, то, скорее всего, она это видела, да, вот либо же отношение матери к отцу плохое очень, либо же это могло быть вот именно к ней плохое отношение родителей. Ее гнобили, ее подавляли, да, унижали, теперь она выросла, стала взрослой девочкой, она стала так относиться к вам, да, вот она к своему мужу, так вообще к мужчинам стала относиться. Давайте коротко посмотрим, как она живет сейчас, да, вот пришел ей бумеранг или нет за то, что она делает с людьми по жизни. Как она поживает, счастлива ли она вообще в отношениях, в личной жизни, вернее, да. Так, стабильности я не вижу абсолютно. Сейчас, скорее, я бы сказала, что у нее личная жизнь вообще на паузе. Да, у нее периодически бывают мужчины, причем мужчины разного возраста. Она не брезгует и мальчиками помоложе, но другое дело, что эти мальчики, ну, прекрасно видят, какая она, чем она дышит. Она пытается, знаете, вот когда ей что-то нужно от мужчины, она пытается казаться хорошей. Она пытается, ну, прогибаться, что ли, да, вот чтобы получить какую-то выгоду. Ну, вот, к примеру, ей нужно там денежку, либо подарок какой-то получить. Она начинает включать великую актрису, она вся такая белая, пушистая, она такая вся любящая, нежная, ласковая, заботливая, да. И, конечно же, мужчина растает, который не разбирается в женщинах. Такой мужчина, да, растает, даст ей денежку, да, подумает, что вот она такая вся распрекрасная, она так любит. Но опять же, это тот мужчина, который не разбирается в женщинах. Но, как правило, мужчины, которые имели много партнерш, которые, ну, имеют уже багаж за плечами, да, какой-то жизненный опыт, как правило, такие мужчины разбираются и прекрасно видят, где актриса, а где искренняя любовь. Напишите в комментариях, есть такой момент, что вы тоже вот чувствуете, как-то вот различаете, да, вот когда женщина настоящая, когда она искренне вас любит, и вы прекрасно чувствуете, когда она охладевает, да, когда, может быть, она уже все разлюбила, вы это чувствуете. Напишите, есть ли такой у вас момент. Смотрите, она сейчас как-то так живет вообще непонятной жизнью. Вот давайте сейчас уточним, что у нее происходит в жизни. Вот настолько у нее, знаете, какой-то, ну, то ли период такой очень неблагополучный, несчастная такая дама. Абсолютно не вижу у нее счастья, абсолютно не вижу радости в жизни. Это могут проигрываться плюс ко всему еще и финансовые проблемы. Эмоциональное состояние вообще оставляет желать лучшего. Знаете, такое ощущение, что человек внутри глубоко несчастный. Человек, который, ну, знаете, постоянно требует какой-то поддержки, опоры. Вот несмотря на то, что она по жизни пытается быть такой вот вся королева, звезда, да, вот я говорила уже в начале расклада, что она, ну, глубоко закомплексованный и несчастный человек внутри, с кучей страхов, да.
И сейчас вот она вот настолько, знаете, даже энергетика такая идет, что хочется ее даже пожалеть как-то. Вот, ну такой несчастный человек, вот смотришь и хочется просто броситься на помощь. Знаете, вот это как раз и есть своего рода бумеранг. Вот она получила то, что она заслужила. На самом деле, знаете, она не такой плохой человек, как кажется. Она глубоко несчастный человек, начиная от, вот, я не знаю, там, с детства, может быть, периода, школьный период. Она, она была глубоко несчастна даже в тот период. За счет вас она пыталась, ну и за счет других мужчин, вот она пытается самоутвердиться по жизни, но у нее это плохо получается. И поэтому она вот постоянно остается как бы одна у разбитого корыта. Вот она заарканит кого-то. Ой, божечки, чуть камеру не сбила. Она заарканит кого-то, у нее это не получается, да, ее раскусывают, ее бросают, ее используют. Ну, то есть, ну о каком счастье здесь идет речь? Плюс любой мужчина увидит женщину закомплексованную, да. Это везде может быть. Я сейчас не буду особо приводить никакие там для сравнения моменты. Но обычно это чувствуют мужчины, когда женщина зажата, да, когда женщина не очень себя любит, но пытается звезду включить, да, когда женщина не очень ухоженная, может быть даже не очень опрятная, но она пытается зазвездиться, да. То есть здесь, ну, здесь хорошая работа психолога, даже психотерапевта, я бы сказала, ей понадобится, потому что я не вижу у нее особо подруг, даже каких-то таких вот близких, да. Помимо того, что нет любимого человека, у нее особо нет людей, с которыми можно, да, вот поплакаться, с которыми можно и в радости, и в горести. Ну вот довольна она, что нет, недовольна, вот, что она с вами так поступила, нет. Вот смотрите, как хорошо нам вот эти две карты говорят, да? С вами была сытая, довольная жизнь, с вами было хорошо. Вот даже по ощущениям она прекрасно понимает, что она была не права. Она понимает, что вот тогда с вами как раз и было то состояние вот счастья, состояние гармонии, да, но которое она не оценила. И вот сейчас она какая, да, как загнанный зверь, да, вот она вот по дьяволу. Может даже проигрываться у некоторых из ваших бывших, что она в рюмку чая начала заглядывать, да, она пошла по мальчикам, да, вот эти все партнеры ее по жезлам скачет. То есть вот эти две карты очень хорошо нам говорят, вот с вами какая жизнь была, полная эмоций, да, вот гармонии, заботы, ласки и так далее. И что здесь? И здесь она глубоко несчастная, да, закрытая в клетке, ну, грубо говоря, да. Человек абсолютно одинокий и никому не нужный. Поэтому, ну, здесь вопрос бумеранга даже сам собой понятен. Она за что боролась, на то и напоролась. Человек, который делает больно другим, он рано или поздно, он получит по заслугам. Хочет он того или нет, ну, понимаете, законы Вселенной никто не отменял. Поэтому прежде чем что-то сказать, сделать плохое, да, о другом человеке или другому человеку, да, нужно 100 раз подумать о последствиях, о том же бумеранге, который никто не отменял, о том бумеранге, который может бить очень больно по детям. Довольно часто дети расплачиваются из-за грехи своих родителей, да, об этом всегда нужно помнить. А вот такого плана вот женщины, они вот, ну, они думают только о своих каких-то выгодах, о том, кто им что подарит, с кого какую денежку сколотить можно, да. Ну и что она осталась? Она осталась одна, денешенька, никому не нужная. Поэтому, знаете, абсолютно никакого вот к таким людям ни сострадания, ни жалости, ничего. Да, их хочется вот пожалеть чисто по-человечески, что вот, ну, за что ты боролась, да, за что ты достигла в своей жизни, вот своими поступками,
своим поведением. Чего ты достигла в жизни, дорогая, да? Ну что имеем, не храним, потерявши плачем. Пусть теперь так и остается, никому не нужно, у разбитого корыта и с бумерангом в одном месте. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!